Совсем недавно отгремел второй сезон игры в кальмара, и я вас уверяю, не успеем мы оглянуться, как уже этим летом будем обсуждать премьеру третьего сезона. Но знаете, на что я обратил внимание при просмотре второго сезона? Правильно, на еду. Второй раз нам показали, чем кормили главных героев, и во второй раз нам показали те самые корейские ланчбоксы. В общем, сегодня я вам покажу, как приготовить такой типичный полноценный обед, который можно брать с собой куда угодно. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, друзья, для начала небольшая справочная информация. В Корее такие ланчбоксы называются доширак. Да-да, друзья, вы не ослышались. И это не та самая лапша быстрого приготовления, которую мы все с вами знаем. Когда-то давно, еще в 90-х, корейская компания Коя стала завозить в Россию лапшу под названием досирак. Так вот, вся страна сначала посмеялась над названием, а потом дружно, целиком и полностью подсела на эту лапшу. Кто-то на красный, кто-то на зеленый, кто-то и вовсе на грибной. Сразу скажу, мы никого здесь не осуждаем, никто из нас не идеален. Но задумка компании была понятна лишь немногим, ибо мало кто знал, что таким названием компания хотела создать у потребителя некую ассоциацию со здоровым и полноценным обедом, который можно легко брать с собой, например, на работу. В итоге доширак, или как некоторые его называют просто дошик, стало нарицательным названием абсолютно для всей лапши быстрого приготовления. И это тот редкий случай, когда продукт из другой культуры стал по-настоящему народным в нашей стране. Некоторые из вас знают другое название этих ланчбоксов, но японское, и звучит оно как бенто. В общем, устраивайтесь поудобнее, ну а я приступаю к готовке. Итак, первым делом давайте поставим вариться рис. Все вы знаете, как это делать. Самое популярное видео на моем канале именно о готовке риса. Но я в этот раз воспользуюсь рисоваркой. Вы можете сделать точно так же. Рис будет основой нашего доширака. Далее давайте подготовим шпинат. Его надо хорошо промыть в холодной воде, отрезать корни, далее вскипятить воду в кастрюле и бланшировать буквально 30-40 секунд. После этого достать шпинат и сразу бросить в холодную воду. Таким образом остужаем, и потом нужно хорошо шпинат отжать от лишней влаги. Если у вас крупные листья, то нарежьте шпинат поперек на несколько частей. Если небольшие, то делать это не обязательно. Далее к шпинату нужно добавить пару небольших щепоток соли, 1-2 измельченных зубчика чеснока. По желанию можно добавить перемолотые жареные семена кунжута и чайную ложку кунжутного масла. Все хорошо перемешиваем. И первый панчан готов. Следующим давайте приготовим простой панчан из кабачков. Первым делом нужно нарезать репчатый лук. Нам хватит половины луковицы. Я нарежу сразу целую, потому что в дальнейшем нам лук понадобится для обжарки кимчи. Нарезаем репчатый лук перьями. Далее нарезаем сам кабачок. Тут не принципиально, как его резать. Можете дольками, можете брусочками, можете толстой соломкой. Нарезайте, как вам больше нравится. Теперь включаем плиту. Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла. И как сковорода разогреется, выкладываем жариться репчатый лук. Регулярно помешивая, обжариваем его минуту-полторы. А уже следом закидываем кабачок. Обжариваем так пару минут, регулярно помешивая. Теперь вливаем столовую ложку соевого соуса. Сразу же хорошо перемешиваем. Жарим еще минуту. Все, кабачки готовы. Следующим шагом давайте пожарим ветчину. В Корее часто для дошираков выбирают ветчину прямоугольной формы, либо толстой, но круглой. Я решил взять круглой, но вместо ветчины ближайший аналог я у нас нашел сардельки. И их решил использовать. Нарезаем поперек на круги. Теперь ванночку или глубокую тарелку разбиваем 1 или 2 яйца. Взбиваем хорошо. Теперь нам надо обжарить сардельки в этой яичной смеси. Разогреваем сковороду. Наливаем немного растительного масла. Теперь каждый кусочек сардельки обмакиваем в яичной смеси и сразу кидаем на сковородку. Обжариваем с двух сторон не больше минуты на умеренном огне.
Так проделываем, пока все кусочки не обжарим. Следующим шагом давайте приготовим вкуснейший кимчи поккым, или жареное кимчи. Напоминаю, что нам нужна половина луковицы репчатого лука. Кимчи нарезаем поперек на такие небольшие кусочки. Рецептов кимчи на моем канале несколько. Если не знаете, где его купить, обязательно посмотрите и приготовьте сами. Теперь на разогретую сковороду выкладываем жариться репчатый лук. Регулярно помешивая, жарим минуту. Далее закидываем нарезанное кимчи. Сразу же хорошо перемешиваем. Жарим так 2 минуты. Далее добавляем чайную ложку сахара, столовую ложку красного молотого перца кочукару и столовую ложку соевого соуса. Хорошо перемешиваем и жарим еще пару минут. Смотрите, чтобы не пригорело. Перец хорошо адсорбирует в себя влагу и поэтому легко может подгореть. Смотрите, какой яркий цвет у нас получился. Запах тоже стоит невероятный. Итак, кимчи поккым готов. Друзья, по желанию к жареному кимчи во время обжарки лука можно добавить мелко нарезанный бекон, либо кусочки ветчины. И так будет намного вкуснее. Обязательно попробуйте. Тем временем у нас сварился рис. Поэтому пора собрать наш ланчбокс. Итак, берем любой контейнер прямоугольной формы. Желательно не сильно глубокий. Первым делом давайте на первую треть выложим наши панчаны. Сначала я положу в угол жареное кимчи. Кладите практически доверху. Далее рядом выкладываем жареный кабачок. Точно таким же образом. И последним кладем шпинат. Далее кладем первый слой риса. У меня контейнер, к сожалению, глубокий, поэтому я кладу сначала первый слой, а затем кладу рядом с панчанами в ряд жареные кусочки сардельки. После того, как уложил, я кладу второй слой риса, чтобы он как бы прижимал кусочки сардельки. Смотрите, как красиво получилось. Но это еще не все. Обычно всегда к такому дошираку принято класть одно жареное яйцо. Чтобы яйцо получилось красивым, без горелых краев, с полностью приготовленным белком и жидким желтком, жарьте яйцо на медленном огне, ниже среднего. Тогда у вас получится красивая яичница. Итак, кладем сверху на рис. И все, готово. Желаю вам приятного аппетита! Друзья, это очень просто и очень вкусно. Панчаны вы можете менять как хотите и класть абсолютно любые. Ну а если вы и вовсе готовите регулярно корейские салатики и в вашем холодильнике всегда есть заготовленные панчаны, то приготовить такой доширак вы сможете и вовсе за считанные минуты. Но если все же хотите еще варианты популярных корейских ланчбоксов, то дайте мне об этом знать в комментариях, и я обязательно сниму для вас еще рецепты. Надеюсь, видео вам понравилось, и вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Обязательно гляньте и другие мои ролики. На канале большое количество рецептов корейской кухни, а также вкусные обзоры из Южной Кореи. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Ну и всем пока.